Фотография Тэхёна и Чингука, держащихся за руки, очень особенная и имеет глубокий смысл. Она навсегда останется в нашей памяти как один из драгоценных моментов, которые они нам подарили. Глядя на эту фотографию, мы вспоминаем множество других моментов, когда они были вместе и держались за руки. Нам это может показаться обычным, но для них это была привилегия, наполненная смыслом. Тэхён и Чингук всегда старались держаться за руки и никогда по-настоящему не отпускали друг друга. Это ясно показывает ту близость, которая их объединяла. Идя рука об руку, Тэхён и Чингук шли своим путем, словно им было суждено быть вместе. Они создали самую прекрасную любовь, которую мы когда-либо видели. Рука об руку они встречали каждую проблему и преодолевали все трудности. Все это сделало их любовь и отношения невероятно крепкими. Ничто и никто не может разорвать связь между ними. Их любовь кажется даром небес. Тэхён и Чингук — это сама любовь, проявляющаяся в каждом маленьком, казалось бы, естественном жесте. Если мы вспомним их самые ранние моменты, их руки всегда тянулись друг к другу, их глаза сияют особой любовью, когда они вместе. Тэкук не просто держатся за руки, они переплетают пальцы, это невероятно интимно и демонстрирует очень тесную связь между ними. Переплетение пальцев – это то, что часто делают влюбленные пары. Это явный знак любви между двумя людьми, которые действительно заботятся друг о друге, жест, который говорит все без слов. То, как Тэкук держится за руки, настолько крепко, словно они никогда не хотят отпускать друг друга. Чингук и Тэхён подарили нам так много прекрасных и искренних моментов. Эти интимные моменты исходят из их сердец естественным образом, им не нужно об этом думать, это просто происходит. Момент, когда Чингук протянул руку к Тэхёну на сцене, был особенным. Их пальцы переплелись красиво и естественно, их руки переплелись, словно им было суждено быть вместе. Этот жест ясно показывает связь между ними. Им не нужно ничего говорить, чтобы мы все поняли, что они чувствуют. Их руки говорят все, что не могут сказать слова в тот момент. Каждый раз, когда мы видим, как Тэкук держится за руки, мы становимся свидетелями частички их истории. Их руки рассказывают историю любви, которая росла с течением времени. Эти отношения не возникли в одночасье, их любовь строилась день за днем, с каждым движением и каждым объятием их любовь становилась сильнее. Нам посчастливилось быть свидетелями этой особенной любви. Тэкук показал нам, что настоящая любовь часто выражается через простые, но значимые жесты. Когда Чингук рядом с Тэхёном, его лицо полностью меняется. Это довольная улыбка, которая появляется только тогда, когда Тэхён рядом, словно говорит миру «он мой». Это необычная улыбка, это улыбка, полная любви, удовлетворения и гордости. Тэхён кажется особым ключом, которым может пользоваться только Чингук, чем-то эксклюзивным для их отношений, чего нет ни у кого другого. За эти годы их связь осталась крепкой. Это показывает, что для Чингука и Тэхёна друг друга всегда были самыми важными и ценными людьми в их жизни, независимо от того, что говорят другие. Поездка на Гавайи стала свидетельством того, насколько особенны их отношения. Чингук проделал 10-часовый путь, чтобы быть с Тэхёном. Тэхён не стеснялся выражать свою тоску по нему. Он помог сделать поездку идеальной. Фотографии показывают двух людей, полностью погруженных в мир друг друга, без какой-либо дистанции, с любовью, очевидной в каждом взгляде. Интересно, что Чимин поделился фотографиями в своем аккаунте в Instagram. Это позволило всем стать свидетелями этого особенного момента между ними. Изображения не нуждаются в дополнительных объяснениях. Близость Чингука и Тэхёна говорит сама за себя о глубине их связи. Был один особенно интимный момент, который наглядно продемонстрировал доверие между ними, когда Тэхён поцеловал Чингука, и Чингук закрыл глаза, полностью отдавшись моменту. Это было очень личным и искренним, не показным жестом, а спонтанным проявлением их самых глубоких чувств. Когда Джей Хоуп неожиданно поделился фотографией, на которой они держатся за руки, все могли видеть, как тесно переплетены их пальцы. Они могли бы позировать как угодно, но предпочли показать себя такими, какие они есть, двумя людьми с особой связью. На лице Чингука снова появилась довольная улыбка, словно он гордился тем, что Тэхён держит его за руку перед всеми. Их совместные прямые эфиры также показали, насколько особенными были их отношения.
Когда они снова появились перед камерой, любовь между ними была ощутима, их синхронность была поразительной, что обычно можно увидеть только у пар, которые делят повседневную жизнь. Эти маленькие детали говорили о глубине их связи. То, что связывает Чингука и Тэхёна, явно больше, чем просто дружба. Это особая связь, построенная годами на реальных моментах и искренних жестах. Они понимают друг друга без слов. Кажется, что существует связь, выходящая за рамки того, что мы можем увидеть невооруженным глазом. Они неоднократно показывали, что важнее всего то, что они чувствуют друг к другу, а не то, что думают другие. Их история написана в мелочах, в том, как они смотрят друг на друга, в том, как они держатся за руки, в совместных поездках и в повседневных деталях, которыми они делятся. Все это часть их истории, которую они продолжают писать день за днем с честностью и искренними чувствами. Все, что мы видим в отношениях Чингука и Тэхёна, учит нас тому, что самые крепкие отношения часто не выражаются громкими словами. Они ощущаются через постоянное присутствие, через комфорт, который растет со временем, через маленькие привычки, повторяющиеся бездумно. Когда они вместе, нет никакого притворства, нет попыток казаться другими. Это просто два человека, понимающие ритм друг друга, движущиеся в унисон без необходимости руководства, как будто быть вместе – это уже естественная часть их жизни. Что делает эту связь такой сильной, так это ее простота. Она не драматична, она не чрезмерна, она спокойна и устойчива. Они показывают, что истинная близость не всегда проявляется в больших моментах, а в том, как кто-то ищет одну и ту же руку в толпе, в коротком, многозначительном взгляде, в той легкой улыбке, которая появляется только тогда, когда рядом находится определенный человек. Со временем такие отношения не только сохраняются, но и процветают. Каждое испытание, с которым они сталкиваются, углубляет их взаимное доверие. Каждое расстояние, которое они создают, делает встречи более значимыми. Каждый совместный момент становится частью более прочного фундамента. Для тех из нас, кто наблюдает издалека, эта история не о том, чтобы интерпретировать что-то большее, чем показано. Она о честной оценке увиденного, о принятии того, что у каждых отношений есть своя форма, и что искренность всегда можно почувствовать без долгих объяснений. В конечном итоге, Чингук и Тэхён напоминают нам, что подлинные отношения не нуждаются в постоянных доказательствах. Они просто существуют, достаточно реальны, достаточно постоянны и достаточно теплы, чтобы их почувствовал любой, кто наблюдает с открытым сердцем. И, возможно, в этом и заключается красота. Не в том, как определяется эта история, а в том, как она продолжает разворачиваться медленно, тихо и просто, как две руки, сцепленные вместе, не на показ, а для взаимной поддержки.